Побег пацана из летнего лагеря. Третья часть игры, в которой на данный момент 8 концовок. И сейчас я вас познакомлю с первой из них. Побег вдвоем через КПП мимо охранника. Сейчас вы увидите, как это сделать. Приятного просмотра. Также, если вам интересно расписание видео или другие новости моего канала, в описании ссылочка на группы в Телеграме и Инстаграме. О, какая хорошо знакомая музыка из предыдущих частей игры. Ладно, погнали. Играть я буду на сложности экстрим, на максимальной, как обычно. Но особой сложности здесь не будет. Нам нужно несколько предметов. Для начала, как видите, я обхожу главное здание. А чё меня так развернуло? Здесь ничего опасаться нам не стоит. Первое место, которое я хочу навестить, это вот здесь у нас есть заброшенный дом. Основные предметы, которые нам нужны, это бутерброд, слабительное. Для слабительного как раз таки нам нужно собрать вот здесь травы. Есть у нас 2 травы, дальше нам ничего здесь не нужно. Одна трава находится на спортплощадке, еще нам нужно заглянуть в столовую. В столовой будет бутерброд, который нам также понадобится. Вот столовая как раз сразу же вот здесь, оттуда выходим, сюда идем, и тут у нас уже сразу же будет столовая. В столовую лучше всего заходить по прямому маршруту. Вот, прямо идем сюда. Да, интересно здесь на самом деле история у нас получается. То, что нашего героя после лета у бабушки и дедушки сразу же отправили в летний лагерь. Но это вступительное видео в начале было. Здесь, даже несмотря на то, что сложность экстрим, я могу ходить в полный рост, и мне она ничего не сделает, не спалит. Бутерброд у нас находится вот здесь. У меня обычно в первом-третьем холодильнике всегда попадался бутерброд, больше нигде. Что касается вот этой травы, 2 штуки, которые я собрал, они всегда спавнятся в одном и том же месте, поэтому здесь не переживайте. Сейчас наша цель спортплощадка. Уходим обратно в корпус, а после этого идем в эту сторону и идем к домикам вожатых. Нам нужно там разминуться. Вот, домики вожатых. Вот с этим парнем нам нужно разминуться. Сразу же сходу он идет прямо. А нам нужно идти сюда напротив, где у нас как раз таки... А, нет, не сюда нам нужно. Там медицинский пункт, там нам нужно побывать после спортивной площадки, когда мы найдем последнюю траву. Красную, по-моему. Она находится вот здесь. У нее тоже скрипт всегда одинаковый спавна. Да, забираем ее и возвращаемся теперь, соответственно, в медицинский пункт. Все, медицинский пункт. Здесь нам опасаться некого, здесь буквально никого нет. И нам здесь нужно нахимичить. Вот пропорции, в которых нужно химичить. Есть подсказка: зеленого 60%, 30% красного и 10% синего. Один клик это равно 10%. Например, сюда я нажимаю, сейчас у нас 100% красного. Красного должно быть 30. Здесь один раз кликаем, потому что должно быть 10%. А здесь получается 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, и здесь еще 2 раза, да, готово. Все, у нас в инвентаре появилось слабительное. А вот дальше нам нужно найти карту, как раз таки вот в этой локации, где у нас домики вожатых находятся. Карта всегда тоже спавнится в одном и том же месте. Сейчас я покажу в каком. Всегда вот в этом... А, нет, не в синем, вот в этом доме. Коричневом, получается, доме. И всегда она спавнится в одном и том же месте, вот здесь. Да, вот эта карта. Забираем ее. У нас вот этот пошел... сюда, так, он нас не видит, но дальше он сменит маршрут и пойдет туда. Поэтому нам желательно переждать, или я проскочу. Ну, рискованно, конечно же, потому что, сами понимаете, сложность экстрема, убегать будет сложно. Но ладно, проскочить, жилой корпус. А теперь наша задача поговорить с нашим сокамерником. Ну, как сказать сокамерником? Нашим соседом по комнате, но в каком-то смысле он реально сокамерник. Вот он, Артем называется. Он нам говорит про то, что можно сбежать через КПП, и говорит про ключ-карту. Но ключ-карту как раз-таки через слабительное получаем. Это есть. После этого нам нужно снова с ним поговорить. Вот, я достал слабительное. Он нам говорит про бутерброд, где мы его можем найти. И это еще не все, нам нужна еще 3-я реплика. Вот, наш главный герой предлагает ему вбежать вместе с ним. Но для этого нам нужно найти карту. Но, кстати, еду нам не говорят искать. Ну и последняя 4-я реплика, все готово. Так, он говорит, как нам отвлечь сторожа, оставить бутерброд на КПП, то есть он уже с нами. Правда, ходить он буквально с нами не будет. Но, короче, мы с ним договорились, что будем вместе сбегать. А теперь наша задача как раз-таки совершить тот самый побег. Для того, чтобы он пошел с нами, единственный элемент, который нам нужно добыть, это карта. Где карта находится? Я сказал, где добыть оставшиеся элементы для побега через КПП. Я тоже вам показывал. Они сейчас у меня все есть. Ладно, идем через столовую. Сразу же вот в этот проход. И тут у нас как раз-таки будут клубы. Или что тут будет? Да, клуб. А там как раз-таки у нас и будет маршрут на КПП. Так, вот здесь у нас спортивная площадка, а дальше будет у нас КПП. Что касается КПП, нам, во-первых, самое главное, не нужно попадаться под открытое окно, иначе он нас заметит. Вот это открытое окно.
Эта реплика ничего вам не говорит, то есть он не будет сейчас выходить. Вот это место, где мы ставим бутерброд. И теперь ждем анимацию. Анимацию пропустить нельзя. Он сейчас уйдет в туалет, на сколько времени я не знаю. Но в итоге самое главное для нас это то, что он оставляет ключ-карту. Забираем ключ-карту, нас сразу же, кстати, тэпает сюда, прям под нее. И просто активируем ее на воротах. Причем нужно именно слева, а не справа. Это как-то странно работает. Все, сбегаем вдвоем. С Артемом. Чувак, мы это сделали! Если это Артема, то может быть я перепутал. А, нет, Артем. Концовка 1 из 8. Вы с Артемом успешно сбежали через ворота. Отличная подготовка не позволила вам заблудиться и голодать в лесу. Это успех. Насчет голодать я что-то не понял прикола. Бутерброд я потратил на сторожа, чтобы его отвлечь. А еду они никакую не брали, может быть, еду типа взял Артем? Ну, возможно. Может быть, я где-то в репликах это не вычитал, либо еще что-то, либо здесь косяк разрабов. Но в любом случае, на это прохождение у меня ушло 7 минут. Это была максимальная сложность экстрим, но сложности я вообще не почувствовал. Вы сами видели то, что я вообще никому не попадался на глаза, но это, опять же, опыт, потому что я знаю передвижение, особенно когда домики вожатых, из-за чего не попадаюсь. Я знаю то, что под окно сторожа нельзя открываться. Ну и все вот такие вот моменты. Я надеюсь, вы их также усвоили, когда смотрели это видео. Но я надеюсь, что вы тоже успешно сможете получить первую концовку. И за мои старания, надеюсь, вы меня отблагодарите своим лайком. Также подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим контентом. Нажимайте на колокольчик для уведомлений и желаю вам успеха и надеюсь, увидимся в следующих выпусках.